Никогда и никому не позволяйте унижать звание пехотинца и гордитесь им. Пехота – самый универсальный род оружия. Она передвигается подобно кавалерии, стреляет подобно артиллерии, роет окопы подобно инженерным войскам и подобно им строит мосты и понтоны, решает участь боя главным образом мужеством и стойкостью. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Alex General продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Mountain Mayhem Infantry Mirror. На нижней позиции под синим цветом стартует лифтрак. На верхней позиции под красным цветом начинает бойка. Друзья, подпишитесь на канал, поставьте лайк или дизлайк, а также напишите позитивный или негативный комментарий. Поддержать выход новых видео донатом можно по ссылкам в описании. В предыдущем ролике я обозревал Mirror пехотных генералов, и сегодня у нас вновь пехота и довольно затяжной поединок с участием топовых бойцов. В списке лучших лифтрак занимает 3-е место, а бойка аж 13-е, хотя в 2020 году бойка был чемпионом. Трак пока не взял призовое место на ВС, но может в этом году получится. Напишите в комментариях, кто по вашему мнению будет на 1-м, 2-м и 3-м месте на мировой серии в 2025 году. А пока возвращаемся на карту. Танк Дракон выходит от лифтрака, есть казарма, 2 саплая, военный завод и электростанция. Дозер поехал чинить вышку, и лифтрак готовится с захватом. Захват, кстати, уже изучен. Вышел пост, что же касаемо бойки, выехал труповоз, также военный завод, 3 саплая, есть электростанция и казарма. Дозер на месте, саплай добывает справа, также есть ресурсный центр. Еще одна казарма строится, пока я не вижу выхода в захваты. Ну и в сумме у бойки аж 4 ресурсных центра. Труповоз поехал вперед. От лифтрака бункер под вышку, будет он ее защищать, и начинаются захваты. Слева также вышка захватывается, труповоз пошел вперед, здесь перестрелка, но я думаю, что посты без труда этого пехотинца, этого миниганера закроют. Вот здесь вот в домик можно было бы и сесть, чем бойка, собственно, и занимается, и уже будет бодаться здесь с постом. Минус миниганер. Труповоз идет дальше, пост же выживает, и миниганеры уничтожают. А здесь тем временем дракон от лифтрака, очень крутой на самом деле, и минус саплай, минус полтраки, очень здорово. Пехотинцев можно тоже попробовать сжечь. Что же касаемо бойки, он бьется полтраки. Можно попробовать пробить пост, но тут наполовину каленый, не знаю, хватит ли огневой мощи сейчас у этих миниганеров, по идее должно хватать, но думаю, что лифтрак все же справится с этой пехотой, и дракон от бойки можно сжигать дроп-зону. У пехотинца, напоминаю, здесь будут падать труповозы, поэтому нужно, естественно, от этой дроп-зоны избавляться. Не дать бы захватить также и артиллерийскую платформу. Бойко молодец, вовремя реагирует, и артплатформа не захвачена. Что же касаемо его самого, он также пока ничего не захватывает и не готовится даже к этим самым захватам. Строится пропаганда. Вероятнее всего будет Бойко захватывать свои вышки и артплатформу через Лотос. Подъехал дракон, здесь пост пытается с ним справиться, но вышка все-таки была уничтожена, и пехота достаточно близко подходит к пламени дракона, и просто несколько пехотинцев сейчас были уничтожены. Начинается перестрелка с труповозом, труповоз скрывается, начинается перестрелка пехот на пехоту, и здесь лифтрак справляется. Слева установлен саплай и стационарная гатлинг турель. Саплай вовсю работают, и вот единственная вышка, которую лифтракам удалось захватить, вот она здесь установлена. Слева вышка была уничтожена с помощью дракона бойки, и вновь перестрелка пехотой. Достаточно много здесь юнитов у лифтрака, я думаю, что он справится. Но в данном случае, так как этот пост был далековато, но все-таки подъезжает. Вот ракетчиков, как же не хватает ракетчиков? Вообще практикуется такой метод. Труповоз, садишь несколько ракетчиков, при этом высаживаешь часть пехоты и идешь вперед. Соответственно, получается очень крутой микс. Труповоз на труповоз, труповоз скрыт, лифтрак высаживается, пехота бойки закрывается. Этот труповоз уже пустой, и ничего он, собственно-то, и не сделает. 3 ракетчика слева. Пост в инвизе, поэтому до него пока, ну, не знает бойка, наверное, что он здесь находится. А вот с труповозом можно попробовать посражаться. Но здесь есть миниганеры. Миниганеры без проблем с ракетчиками справятся.
Пропаганда готова, танк Дракон справа, есть военный завод, по счету второй и выход в Эйрфилд. А вот и Лотос. И Лотос начнет, я так полагаю, свои захваты. Дроп-зону надо захватывать, и вышки в том числе. Слева вышка была уничтожена заранее, я так полагаю. Вновь труповоз. Перестрелка, нужно не дать захватить артиллерийскую платформу, она будет очень сильно мешать. А здесь труповоз пустой катается, просто исследует территорию. Выход в пропаганду, и появляется Эйрфилд уже от Лифтрака. ИЦМ-ка морозит. ИЦМ-ка морозит труповоз. Труповоз скрывается. Надо бы вскрыть второй. Ну а здесь пехоты достаточно много у Лифтрака, и она будет справляться. Минус ЕЦМ танк. И вот в данном случае уже, наверное, все-таки арт-платформу Лифтрак-то себе захватит. И, кстати, было уничтожение вышки. Я так полагаю, что через танк Дракон, который уже закрыли. Нет, вот он, скорее всего, и едет здесь. Все на карте. Вышка есть теперь только у Бойки, я так полагаю. Захватывается артиллерия. Бойка пока свою арту не захватывает. И Лифтрак поехал в атаку. Каленый труповоз, плюс пехотинцы здесь на земле бегают, и есть пост. Справа тем временем минус танк Дракон. Труповоз идет вперед, есть ЕЦМ-ка, надо морозить танк Дракон, здорово, отлично. Дракон закрывать и биться по полтраке. Можно даже попробовать пробить саплай, но там есть миги. И, кстати, вот миги, если полное звено, они должны, в принципе, здесь справиться с этой пехотой. И Лифтрак, кстати, отступил от базы Бойки, и захватывается артиллерийская платформа, и ставится бункер. И, кстати, бункеров достаточно много здесь у Бойки. Да, он со всех сторон просто задефался. Филд у него готов, все 4 мига на месте, и ставится командный центр. У каждого из бойцов уже второй ранг. И, кстати, по экспоинтам Лифтрак немного да впереди. И ЦМ-ка морозит труповоз. Надо бы теперь попробовать перебить пехоту. Кстати, подавить ее с помощью ЕЦМ-ки тоже было бы неплохо. А здесь тем временем вскрытие поста и труповоза, я так полагаю. И смотрите, как хорошо арт-платформа. Вот она ведь будет помогать, она будет бить. И очень больно бить по этой пехоте. Поэтому тут либо перехватывать, либо уничтожать. Морозятся ЕЦМ-ки. Одна за другой. Здесь пехота от Бойки, но есть танк Дракон от Лифтрака. И Липс, кстати, идет вперед пехота, но там миги залетают, и пехота уничтожается. Вся, причем полностью. Нет, миги в Инфантри Мироре это вот неотъемлемая часть этой игры, на самом деле. И Лотос от Бойки заходит, будет пытаться Бойка морозить пост, но там есть труповоз. Должна, по идее, с Лотос спалиться, и Лотос погибает, да, все верно. Ну а перестрелка. Пехота у Лифтрака больше. Надо работать. Но она вся погибла, слушайте, она вся полностью погибла, и вновь блок саплая. Здесь все-таки Бойка побеждает. С помощью ИЦМ-ки можно миниганеров-то и подавить. И у Лифтрака, кстати, 3-й ранг. Миги отрабатывают по бункеру. Артиллерия при этом при всем летит либо на саплай, либо на пропаганду. Я думаю, что на саплай. Да. Минус саплтраки. Дроп труповоза. Самолет летит дальше. Справа по-прежнему миниганеры стоят от Бойки. Здорово, на самом деле. Вот постоянный блок саплая здесь. Но до конца все-таки эта пехота закрывается, и Лифтрак получается, что полностью отбился. Вообще, на этой карте где-то к 10-й минуте ресурсы уже практически заканчиваются. И задуматься о вторичной экономике было бы неплохо заранее. У Бойки аж 3 филда, кстати говоря. Чего не скажешь о Траке. Он только второй ставит. И, наверное, опрометчиво, на мой взгляд. А здесь миги от Бойки залетели. Здорово, но вот миги от Лифтрака. И просто месиво. Просто месиво из пехоты. Друг против друга бодаются. Я слышу Лотос от Трака, и морозится ИЦМ-ка. Здесь Бойка все-таки побеждает. Но тут только ракетчики остались. И 2 каленых просто миниганера бегут до конца закрывать ракетчика. Но здесь уже Лифтрак справляется. И миги. Ковровая бомбардировка. Пробивается ЕЦМ-ка, пост, и артиллерия на пропаганду. Пропаганда минус, а здесь ковровка на филд. Закроет ли? Да, филд минус, но есть второй. Дежурный, резервный, скажем так. Есть КЦ, естественно, есть КЦ, раз мы видим повышение. Ну и на центре пока игра успокаивается. Пока только миниганеры тут стоят от Лифтрака, а также есть миниганеры от Бойки. И Лотос, интересно на самом деле, здесь пытается пройти на базу Бойки, и посмотрим. Ну тут очень много мигов на самом деле. Я думаю, что Бойка должен быстро среагировать. Но вот попробовать украсть КЦ, либо подождать, пока миги сядут на филды, и перехватить этот момент, перехватить филд с мигами было бы очень даже круто. И пошел пост вглубь базы, неужели Бойка каким-то образом узнал, что где-то здесь Лотос бегает.
Не знаю, ну посмотрим. Ну, пост пока стоит достаточно далеко от этого лотоса. И это самолет с дроп-зоны, вновь новый труповоз. Пока никто из бойцов не думает о вторичке. Уже 10-11 минута даже пошла. Ресурсы на исходе. Ресурсов достаточно мало уже остается. Вышек ни у кого из бойцов нет. 2 ЕЦМ танка и труповоз стоят на центре от лифтрака. И пока затишье, а вот и лотос. А вот и лотос, которая пыталась перехватить филды, но ничего не вышло. Тут и пост собирался приехать, попытаться побороться с этим лотосом, но миги отработали куда быстрее. Но и правда уничтожить пришлось собственный пост. Ну что поделать, это, наверное, все-таки будет куда лучше, чем потерять просто один из филдов. Филд, наверное, будет все-таки подороже. Ковровка пошла! Ковровка пошла, но миги сбивают ее, но правда с потерями. Минус 1 миг. Ну да ладно, зато она не уничтожила ни дроп-зону, ни филд, и минус лотос. Также закрывается ЕЦМ танк. И, кстати, артиллерия... вот как раз таки с помощью этого лотоса Бойко-то их перехватил себе артиллерийскую платформу. Ну тут лифтрак должен справляться. Должен перехватывать обратно. У него достаточно много здесь миниганеров. Миги в воздухе. Почему бы здесь не поработать на самом деле? Почему бы не перебить бы эту пехоту? 3 филда у лифтрака теперь уже. Не только у Бойки теперь есть 3 аэродрома. Теперь и лифтрак пополнил, скажем так, свою копилку в виде аэродромов. Теперь у него мигом будет куда сесть, даже если какой-то из них будет потерян. Минус туповоз. Ковровая бомбардировка. Но тут очень много миниганеров. И хотел... Неужели Бойко хотел защищаться? Неужели Бойко хотел ковровкой защищаться от миниганеров? Очень странное решение на самом деле, учитывая, что у него очень много мигов. Можно было бы, наверное, этот момент и мигами отработать, и ковровку вот так просто, мне кажется, не отправлять. На филд бы ее куда-нибудь отправить, там, я не знаю. И распродажа саплаев. Вновь выход в пропаганду. Пропаганду ранее лифтраку уничтожили. По-прежнему третий ранг у каждого из бойцов. Лифтрак даже немножечко впереди. Выход в пропаганду, и я очень хотел бы, чтобы бойцы позаботились о вторичке у лифтрака. Вот осталась вот последняя такая куча снабжения, и там 1950 баксов, больше-то денег нет. У лифтрака, кстати, есть еще неплохой флоат в запасе. У Бойки, Бойко уже начинает спамить вторичку. Вот 4 хакера я справа от него вижу, и 4 хакера слева, то есть по сути полный интернет-центр. Труповоз. Вместе с ним ЕЦМ-ка, минус миг, здорово. Здесь лифтрак попался. Перехват арт-платформы. Здесь есть ведь миг. Ударил Бойко, но... Да, добивает. Отлично, здорово. Здесь тем временем труповоз и ЕЦМ-ка подходят близко к филду. Здесь перестрелка идет от одного другого бойца. Артиллерия полетела вперед. Здесь лифтрак справляется. Артиллерия летит на дроп-зону. И дроп-зона вместе с дозером до конца закрывается. Хорошо, что Бойко позаботился о вторичной экономике. Но у него, опять же, есть еще и вышка. У Бойки ведь есть еще и вышка. И получается, что экономически Бойко себя чувствует куда интереснее, чем лифтрак. Но это, по крайней мере, по моему мнению. Ну и, кстати, у лифтрака вторичной экономикой вообще и не пахнет. Он даже не пытается спамить своих хакеров, но вот у него ушли все деньги, и возможно, что сейчас в казарме как раз таки, да, вот мы видим с вами первого хакера. Все деньги свои лифтрак сейчас спустил на хакеров, поэтому свою армию сейчас нужно беречь, потому что новую закупить уже просто, ну, не на что. Нужно быть аккуратным. Миниганеры пошли вперед. Можно попробовать перехватить арт-платформу, но там есть миги. Можно с помощью мигов этот момент отменить. Плюс есть миниганер. Правда, он всего один, но помочь может. Полетела артиллерия. Артиллерия будет, я так полагаю, сейчас просто бить пропаганду. Естественно, без пропаганды лифтрак не сможет спамить хакеров. Придется вновь ее на что-то строить. Соответственно, либо распродажа и пропаганда минус вместе с дозером. Сейчас либо распродажа, либо отмена заказа хакеров. Приехал танк-дракон и минус артиллерия. Миги в воздухе. Если чем отбиваться на базе, тут достаточно много бункеров. Миги полетели. Минус пост. Все остальные юниты живы. Начинается перестрелка. Миги в воздухе также от лифтрака и минус миниганер. Пост идет вперед. Это Бойко. Бойко пытался отбиться. Осталась пехота, но дальше лифтраку пройти просто не получилось. Здесь достаточно хорошая на самом деле оборона у Бойки развернулась. И он сидит просто на своей базе. Такое ощущение, что просто лифтрака пытается каким-то образом переждать. Но у лифтрака сколько? Раз, два, три, четыре, пять хакеров. Но еще и при этом при всем два из них, ну, просто не добивают.
Это мины, по всей видимости. Это сброс миниганеров. Сброс миниганеров под бойки, ведь 4-й ранг уже. И вовремя лифтрак просто улетает со своего филда. Можно попробовать здесь что-нибудь поперехватывать, а можно просто остаться стоять. И, естественно, под филды уже тут, ну, будет проблематично залететь лифтраку. Лифтрак начинает. Раз, два, три, 4. Остался буквально один миниганер. И с помощью саппортрака можно передавить. И ответный сброс миниганеров. А у бойки на филдах сидят миги. У бойки сидят миги. Он просто сейчас все свои миги может потерять. Лифтраку надо только работать куда побыстрее. Тут даже, по-моему, может быть и перехват этих самых миниганеров-то. Все, просто блокировка филдов. Причем один из них был либо распродан, либо уничтожен. А здесь тем временем труповоз и ЕЦМ-ка пришли на базу к лифтраку, но по итогу потери. Даже танк-дракон приехал сюда и сжег сапла вместе с саппортраками. Можно было бы продать его еще раньше, но лифтрак этого не сделал. И перехват филдов. Серьезно? Бойко, реагируй. Продавай. И просто Бойко отдает филд. Просто отдал филд. Ну как так? Бойко, ну просто смешно на самом деле. И тем временем ковровая бомбардировка забирает электростанцию, но хотя бы остается жив военный завод и казарма. При этом здесь всем еще 3 миниганера остается. И филд перехвачен. Ну тут либо назад забирать, либо уничтожать. Но я думаю, что пока Бойко будет его уничтожать, лифтрак его просто продаст. Кстати, у лифтрака до сих пор нет пропаганды. Отбился Бойко, окей, надо бы починить труповоз, естественно, хорошо, хоть живы хакеры. 5 хакеров справа, 4 хакера слева. Тут тем временем Миг залетел и уничтожил военный завод полностью. Придется тратиться, придется вновь отстраивать. Ну, филд блокирован, и в итоге его Бойко решает просто уничтожить. Лифтрак его продает. Миниганер пошел вперед. Я так полагаю, что этот миниганер просто бежит под филд. Будет пробовать тут блокировку какую-то устраивать. Но тут есть ответный миниганер, причем с 3 лычками. Он будет куда посильнее. Справа тем временем пост и танк-дракон стоят. Тут тем временем арт-платформа бьет по миниганеру. И ковровка просто. Просто ковровка, которая закрывает эйрфилд. Есть еще слева филд, а миги справа тем временем. Миниганер пошел. Вот можно просто здесь постоять. Я думаю, что бежать туда, ну не надо. Тут гатлинг достанет. Пулеметная пушка просто до этого миниганера достанет. И это будет просто слив юнита. А сливать юниты сейчас в данной ситуации вообще, ну нет необходимости. Миги в воздухе и пробивается пост. Пост пехоты был уничтожен. 2 труповоза поехали. Есть еще один заряженный миг, но я думаю, его не хватит. Но есть пост и танк-дракон. Здесь тем временем слева все-таки пошел вперед миниганер, и зря это сделал Бойко. Вот сейчас вот надо просто стоять. Вот просто стоять и ждать, пока миги взлетят. Ну куда ты пошел? Зачем ты, Бойко, побежал? Ведь можно было встать и попробовать миги, хотя бы один миг попробовать перехватить. Зря это было сделано. Высаживается пехота заранее, там миги в воздухе, пока просто кружат, не подходят. Есть еще здесь пост и танк-дракон от лифтрака. Очень много пехоты, идут достаточно близко уже на базе они у лифтрака. Посмотрим, что будет дальше. Здесь тем временем труповоз поехал давить. Поехал давить хакеров. И 4 хакера, 5 даже хакеров, если я не ошибаюсь. Но один выживает. Забирает Бойко. Ну и всю пехоту свою практически потерял. Тут 2 каленых миниганера идут вперед. Но тут лифтрак справится, но с большими потерями. Потери в виде, конечно, хакеров. Это, ну, очень серьезная потеря на самом деле. В данный момент ковровка и на вышку. Ну и, по идее, арт-удар должен вышку до конца забрать. Здесь ответка. Это сброс миниганеров и артиллерия. Все, уничтожение. Уничтожение полностью вышки. Артиллерия пробила филд. И с помощью миниганеров сейчас будет Бойко пытаться эйрфилд лифтраку забирать. И, похоже, удачно. Да. Филд минус. Миги остаются кружить в воздухе. У лифтрака денег просто нет сейчас, чтобы отстроить новый эйрфилд. Так при этом при всем... Нет, дозер у него есть. У него есть дозер и есть один хакер. Один хакер, а здесь при этом при всем сброс миниганеров сейчас от лифтрака. И он пробивает дозер. Он пробивает дозер, не дает построить эйрфилд. Есть, в принципе, здесь чем отбиваться. Есть труповоз. Есть миниганер, он здесь отдельно просто стоит. И даже перехват КЦ хочет сделать лифтрак. Вот этого сделать, конечно, сейчас ну, вообще нельзя. Вообще нельзя дать это сделать. Денег очень мало. Драконы пошли вперед. Подкаленный бункер должно хватать. Должны вскрывать, по идее.
Правда, с потерями, по всей видимости. Нет, драконы вроде бы как выживают. Можно подъехать под пропаганду, под военный завод, просто все поджигать. Слева тем временем бойка отбивается. Лифтрак заходит в бойки на базу. Там уже на пути 2 хакера, кстати говоря, и они палятся благодаря этому посту. Миги залетели! Минус труповоз! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А вот сейчас интересно на самом деле. Лифтрак, практически не имея экономики, кстати, он вдарил своими мигами, ну, надо строить филд. Надо строить филд, но нет сапплая, соответственно, ты филд-то и не построишь. Прожигается казарма. По всей видимости, миги сейчас просто погибнут. Да, миги просто сливаются. Дракон разжигает стену огня, пехота вся была уничтожена. 3 хакера справа еще остаются жить. И бьется тем временем электростанция. Каленый дракон подходит. Второй дракон также каленый. И бойка! И бойка будет отбиваться просто с помощью ковровки. И он отбился. И бойка отбился. Бойка отбился с помощью ковровки. Бойка еще в игре. Справа тем временем дракон идет. Дракон идет. Далее Лифтрак его спалил. Ковровка пошла. Можно ведь сжечь. Можно сжечь КЦ. Ну, ковровка... А, это ковровка ведь, которая уничтожила юнита. Эта ковровка прилетела вообще не на здание и потерял свой дракон бойка. Как жаль. Ну, каков Лифтрак, а? Все контролирует. Все контролирует на своих остатках базы. Но этот дракон, если бы зашел бы куда-нибудь сюда бы, например, да, он мог бы сжечь бы и КЦ, и электростанцию, а без повышения, мне кажется, это уже... Ну, все, это уже просто потеря, наверное, на мой взгляд. Так, здесь тем временем подмораживается дракон Лифтраку. Это лотос работает от бойки. Есть какие-никакие здесь деньги в виде вот вторичной экономики. Да, вот сколько тут? 6 хакеров осталось еще что-то здесь бойка добывает. Из казармы можно еще что-нибудь подспамить. Полтраки поехали воевать. Ковровка! Ковровка по пехоте. Бойка, убегай! Бойка наполучал. Лотос была уничтожена с помощью труповоза. Осталось тут всего 4 ракетчика. Помогает, кстати говоря, артиллерийская платформа. Полтраки поехали вперед, ну и один миниганер просто сейчас всю эту пехоту перебьет. Труповоз будет помогать. Плюс помогает арт-платформа. Еще одна неудачная атака от верхнего бойца. 4 здания. Просто убить 4 здания. И 2 хакера я вижу. Да, всего лишь 2 хакера тут у Лифтрака, у бойки 6. Соответственно, в экономическом плане он куда лучше себя чувствует. Но у Лифтрака появляется 5-й ранг. Да, саполтраки пошли вперед. Их без труда здесь уничтожит труповоз. Я не знаю, по-моему, бойка делает какие-то необдуманные шаги. Как-то вот он пытается создать какую-то вот атаку. В итоге у него все это дело проваливается. Взлетает миг, построил филд бойка. Нужно что-то предпринимать. Вопрос только что. Вновь сброс миниганеров, по всей видимости. Справа миниганер бежит просто пешком. Это Эми! Это Эми бомба! Это Эми бомба и заморозка КЦ. Плюс еще и миг удалось сбить. Есть, правда, еще один. Вот миниганер бы отработать. Ну, а это уже сброс миниганеров. Миниганер минус. И миг будет просто сейчас садиться. И миниганеры будут все это уничтожать. Есть дозер. Можно попробовать все это дело передавить. Труповоз есть. Есть труповоз у Лифтрака. Есть танк-дракон у Лифтрака. Он накопил, у него 2 хакера работают, военный завод имеется и идет вперед. Но у бойки есть пехота, по идее, в бункерах. Работает дозер, пытается передавить эту пехоту. Но там труповоз, там танк-дракон. Артиллерия полетела сейчас от Лифтрака. Труповоз высаживает ракетчика и пробивается КЦ. Через ковровку вновь пытается отбиться бойка. Пробивается КЦ и, по всей видимости, артиллерия также на КЦ. Сброс миниганеров. Сброс миниганеров. Это бойка будет пытаться отбиваться. И каленый дозер едет. Нет, нет, не надо ехать каленым дозером. Этот командник ремонтировать. Нет, все. Бойка, ты что наделал? Что ты наделал? Ты остался без КЦ. И без дозеров, просто к 25-й минуте игры, без повышений, без строителей, с 3 зданиями. Если сейчас еще и потеряет казарму, то это уже конец. Тут еще и мины были сброшены Лифтраком, и вся пехота просто уничтожается на этих минах. И минус казарма. И минус казармы. Осталось буквально закрыть 2 здания сейчас Лифтраку бойки. И минус, конечно же, сейчас танк-дракон. Остается тут один каленый миниганер. Выходят еще 2 из бункера, и бойка просто сдается. Просто, я не знаю, как можно было отдать КЦ.
Как можно было, зачем нужно было ехать каленым дозером и его ремонтировать? Надо было спасать его и пробовать чем-то отбиваться дальше. Командник вообще продавать. Ну, Бойко сделал, как сделал, и если вам понравилось данное видео, то пишите комментарий, ставьте лайк или дизлайк, подписывайтесь на канал, а также напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Был ли выбор у Бойки или его не было? Ну а с вами был Алекс, играйте в генералы.